Сяо Янь овладел пламенем 3000 звезд, что находится на 9-м месте в рейтинге. Это было настоящее испытание. Его следующим небесным огнем, как мы знаем, будет леденящее кости пламя Учителя. Да, все верно. Яо Лао навсегда передаст Сяо Яню свое собственное пламя. Насколько увеличится его сила и какой звезды почтенного воина он тогда достигнет? Сейчас это пламя находится у Сяо Яня, однако он не является его истинным владельцем. Оно не слилось с его техникой сжигания и не объединилось с 3 другими огнями. Когда Яо Лао получил новое тело благодаря Сяо Яню и успешно продвинулся в класс полусвятого Баншен, он решил подарить свое леденящее пламя Сяо Яню. На уровне мнимого святого для учителя оно не играло столь большого значения. Но для Сяо Яня, который практикует технику сжигания, каждое пламя было очень важным. Объединив его, он получит слияние 4 огней, что еще больше усилит его. Оно занимает 11-е место в рейтинге небесного пламени. Это пламя является эссенциальным пламенем 11-го ранга и обладает свойствами льда и огня в одном теле. Яо Лао сильнее надавил на черное кольцо, и сгусток белого пламени вырвался из него и повис прямо перед стариком. Это было леденящее кости пламя. «Учитель?» Сяо Янь изумился. «Ты практикуешь огненную технику сжигания, и небесное пламя крайне важно для тебя. Раз теперь я прорвался на новый уровень, то небесное пламя не особо полезно мне», — ответил Яо Лао, глядя на своего ученика. «Учитель, перестань дурачить меня! Я не могу принять его!» — покачал головой в ответ парень. Небесное пламя, без сомнения, могущественное оружие в руках алхимика. Он просто проигнорировал мнение ученика и коснулся пальцем сгустка пламени. Оно сильно задрожало, но через пару секунд застыло. Сам же Яо Лао побледнел. «Мальчишка, я уже удалил духовный отпечаток с пламени. Однако оно подчинялось мне многие годы. Даже если отпечаток удален, оно все еще очень сильно будет сопротивляться тебе. Поэтому ты должен постепенно поглотить его, а иначе столкнешься с отдачей». Щелкнув пальцами, сгусток огня поплыл к парню и повис перед ним. Сяо Янь поставил на нем свой духовный отпечаток и тщательно скрыл внутри своего тела. Когда оно перестанет сопротивляться, он сможет слиться с ним. Сяо Янь слегка прослезился. Леденящее пламя долгое время следовало за Яо Лао, но он лично ради него удалил свой духовный отпечаток. Но раз дела приняли такой оборот, отказываться Сяо Янь не собирается. Он закрыл глаза и коснулся пальцем сгустка белого пламени, а затем начертил на его поверхности духовный символ, который в итоге исчез в глубине сгустка. Подарок учителя Яо Лао трудно переоценить. Только подумать, он подарил Сяо Яню свою огненную сущность, и она довольно сильна, так как занимает 11-е место в рейтинге. И да, как мы поняли, пламя далеко не сразу подчинилось Сяо Яню. Учитывая особенность духовного отпечатка, леденящее пламя немного сопротивлялось, но поскольку Яо Лао больше не был его владельцем, достаточно скоро пламя успокоилось. Сяо Янь успешно завершил данный важный шаг. Пламя задрожало. Духовный отпечаток полностью впитался. Оно тут же превратилось в свет пламени, который проник в лоб парня через печать. Сяо Янь ощутил, что леденящее пламя застряло в районе его лба, но не проявляло намеков на слияние с его каналами или присоединению к горящему пламени лотоса 3 тысячелетий. Причина тому — отторжение. Рано или поздно оно сольется с ним, нужно лишь подождать. Постепенно во время тренировок Сяо Янь его все больше осваивал. По пути в цветочную фракцию, куда он направлялся ради Юнь-Юнь, прогресс с подчинением леденящего кости пламени достиг пика. Сяо Янь ощутил, что внутри льда пылала яростная и неистовая энергия. 2 противоборствующие силы слились друг с другом идеально. Сяо Янь работал своей духовной энергией, но ему повезло, что он уже поместил духовный отпечаток в само пламя. Вот почему температура пламени не оказывала никакого влияния на его душу. Сейчас он потихоньку производил процесс слияния духовной силы с пламенем. Яо Лао многие годы пользовался данным пламенем, но даже если он удалил духовный отпечаток, оно все еще сопротивлялось душе Сяо Яня. Поэтому он должен постепенно справиться с сопротивлением пламени, став его новым владельцем. Первоначально сам процесс должен был занять огромное количество времени, но парень заметил, что само пламя более благосклонно к нему. И вот в чем причина. Когда Яо Лао был схвачен, то поместил в теле своего ученика запечатанное леденящее пламя. На время, но тот получил над ним контроль.
Пробыв рядом в течение многих лет, Сяо Янь уже мог считаться вторым владельцем этого пламени. Теперь же он развивался, вырос и стал полноправным его хозяином. Вот почему их связь так быстро возрастала. Поэтому уже очень скоро Сяо Янь сможет прибегнуть к технике сжигания. Во время путешествия Сяо Янь в основном фокусировался на слиянии души с пламенем. Прилагая должные усилия, отторжение пламени все больше слабело день ото дня. Налань Янрань видела, что пламенная печать на лбу Сяо Яня мерцала необычным светом. Когда Сяо Янь открыл глаза, в них пылало плотное белое пламя. Именно сейчас ему удалось полностью развеять отторжение пламени учителя и слиться с ним. Плотное белое пламя горело в глазах Сяо Яня. На его лице мелькал какой-то флуоресцентный свет, но также можно было заметить его радость. Он никогда не ожидал, что сможет так быстро справиться. Теперь оно полностью слилось со мной, и я могу в любое время начать процесс поглощения. Да, Сяо Янь смог подчинить пламя, но еще не поглотил его, а это произойдет уже в цветочной фракции. К счастью, сложность поглощения леденящего пламени не оказалась настолько высокой. Под постоянным горением горящего пламени лотоса 3000-летий пламя учителя быстро проявило следы слияния. Все происходило гладко и плавно. Сяо Янь уже представлял, как его тело будет хранить в себе 4 вида небесного пламени. Если об этом рассказать внешнему миру, то это будет настоящий фурор. Одно небесное пламя считалось благословением, но 4 просто невообразимо. Здесь даже большая проблема не в том, чтобы его найти, а чтобы тело смогло выдержать подобное. Подобный ход ничем не отличался от заглатывания бомбы. К счастью для Сяо Яня, обладающего техникой сжигания, подобное не было трудностью. И вот в цветочной фракции во время медитации Сяо Янь наконец совершил прорыв. Его аура становилась сильнее, волны величественной доу-ци расходились от его тела массивными объемами. По мере слияния леденящего пламени и пламенного лотоса 3000-летий колоссальная энергия внутри него преобразовывалась в чистую доу-ци, которая проникала в каналы, благодаря чему его аура постепенно росла. В мгновение ока прошел месяц. Старейшины и ученики фракции поразились. Его аура... Почему она вдруг возросла настолько высоко? По ощущениям Юнь-Юнь, сейчас Сяо Янь находился на высшей ступени 4-й звезды почтенного воина. Некоторые из старейшин цветочной фракции даже задержали дыхание. Степень развития Сяо Яня их просто поразила. Он поднял 2 звезды. При обычных тренировках потребовалось бы как минимум 10 лет, чтобы достигнуть подобного, но Сяо Янь сумел совершить такой рост за 1 месяц. И это благодаря поглощению леденящего кости пламени. Да, стоит упомянуть, что к приходу в цветочную фракцию он был на 2-й звезде почтенного воина, а теперь его сила выросла до почтенного воина 4 звезд. Сяо Янь почувствовал внутреннее состояние своего тела. Поглощение нового небесного пламени повысило его силу на 2 звезды. Хотя он и был мысленно подготовлен, но подобный результат его все равно немного расстроил. Это было словно его тело привыкало к пламени. На сегодняшний день он уже поглотил 4 вида небесного пламени, хотя их могущество поразительно, но при поглощении одной и той же вещи со временем привыкаешь. По предположению Сяо Яня, если он поглотит небесное пламя 15-го ранга и выше, то эффект усиления и вовсе окажется довольно слабым. Он вряд ли даже сумеет поднять силу на 1 звезду, так что Сяо Янь будет искать следующее пламя, 5-е. Каким оно будет, мы рассмотрим в дальнейшем. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как по-вашему, достаточно ли усиления на 2 звезды. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!